Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Это антуриум фламинго оранж, мое домашнее растение. После разделения куста его развитие пошло совсем не так, как мне бы хотелось. По сравнению с теми растениями, которые у меня есть, это, можно сказать, гадкий утенок. Давайте вместе с вами попробуем превратить его в прекрасного лебедя. Растение пошло в ствол, на листьях появились дефекты, что может говорить о том, что у него проблемы с корневой системой. Но вот сейчас вытаскивать растение из горшка, тормошить земляной ком, убирать подгнившие корни, если они там есть, я думаю, неправильно. Растение получит стресс, как оно его перенесет, неизвестно. Мы тем самым можем просто усугубить ситуацию. Я предлагаю вам другой способ, более рациональный и с двойным эффектом. Двойной эффект заключается в чем? В том, что мы получим одно растение совершенно новое, с новой, здоровой корневой системой, а низ будем использовать, опять же, для того, чтобы нарасти и получить новых деток. Опять же, новые детки будут с корневой новой системой и со здоровой системой. Чтобы так сделать, надо нам нарастить на стволе корни. На нем были вот небольшие, вот такие вот маленькие воздушные. Вот как здесь примерно, видите? Неделю назад я обложила стволик грунтом второго состава. Посмотрите, что мы уже имеем. Какие шикарные корни. Это буквально прошла неделя. Сейчас вот здесь поверну, чтобы вам было лучше видно. Из вот таких вот малышей вот какие хорошие, здоровые корешки. Я так думаю, что это все надо прикрыть и горочку из грунта второго состава поднять до вот этого уровня. Что я сейчас и буду делать. Вот так вот сверху аккуратненько обложить. Ушли и эти молодые воздушные корешки. Так. Далее мы прикрываем все это обычной пищевой пленкой. Пленку ложим не плотно для вентиляции воздуха. В дальнейшем я растение отправлю в теплицу. Буду следить за тем, чтобы эта горка из грунта у меня не подсыхала, то есть производить опрыскивание. И тогда, когда придет время, корешки эти нарастут, мы вместе с вами сделаем обрезку. То есть обрежем верхушку и оставим корешки. Все это будем делать вместе. Так что до нового видео. Прошло 2 недели. Давайте посмотрим, какие корешки нарастил наш антуриум фламинго оранж. Аккуратненько уберем сверху грунт. Посмотрите, какая красота. Сейчас я здесь уберу, поверну вам горшочек, чтобы хорошо было видно. С этой стороны прям прекрасные корешки. Один из них, посмотрите, какой длинный. Вот он, видимо, сюда выскочил. Хотя, может быть, и это не он. Вот этот корешок, он изначально оставался на поверхности грунта. Затем я уже его прикрыла. Это буквально прошло, дня 3, наверное, 4. Посмотрите, какой он уже прекрасный. Так, убираем грунт. Надо убрать так, чтобы нам был виден стволик. До ствола что-то здесь еще копать и копать, я так понимаю. Очистила я корешки. Конечно, думала, здесь будет все гораздо проще, но получилось даже очень и очень интересно. Посмотрите.
здесь корешки, как 3 яруса корешков идут. А здесь у нас идет один листик и цветочек. Я предлагаю обрезать растение вот здесь, чтобы внизу в грунте у нас остались 2 листочка. Так, сейчас мы вот это, наверное, берем, срежем сразу цветы, чтобы они нам не мешали. Так, обрезаем. Жалко, конечно, но другого выхода нет. Прекрасный букетик получится. Растению сейчас будут нужны силы. И тратить их на цветы нет никакого смысла. Итак, смотрите, вот здесь мне будет удобнее вам показать. Сделаем здесь срез. Так, аккуратненько, чтобы не повредить молоденькие корешки. Всегда этот процесс такой сложный и для меня волнительный. Посмотрите, что у нас осталось. Корешки. И здесь у нас идет вот какое еще растение. Ну, скажем так, растение. Один листик и цветочек, который мы срезали. Но тем не менее, я предлагаю сделать срез вот здесь. И у нас в результате получится 2 растения. Одно. С неплохой корневой системой, согласитесь, молоденькие корешки. И второе. Здесь тоже. Можно было бы, конечно, еще сделать срез здесь, и у нас бы получилось 3 растения. Ну, если честно, я рисковать не хочу. Я хочу вот именно так посадить. Ну, согласитесь, да. Каждый решает, как ему сделать лучше. Так, растения готовы к посадке. Сейчас приготовим грунт и посадим. Как бы мне вот так положить, чтобы корешки не сломались. Итак, приступим к посадке. У нас 2 растения. Можно их, конечно, посадить по отдельности, но я решила посадить все-таки их вместе. Вот. Хочу вырастить для себя большой пышненький кустик. Если, конечно, на продажу, то можно было бы и 2. Но продажами я не занимаюсь, поэтому садим вместе 2. Аккуратненько корешочки опускаем в грунт. Видите, здесь места было много в том горшке, поэтому корни так у нас раскидистые такие получились. Места у них много было. А здесь, конечно, горшочек чуть поуже. И вот этот малыш все время выпадает. Итак, аккуратненько засыпаем свежим субстратом. Это грунт 2-го состава. Вы его все хорошо знаете. Для посадки своих растений я использую только его. Давно им пользуемся, хорошо себя зарекомендовал. Ну, смотрите, какой пышненький кустик у нас получается. Вот. Красота. Со временем еще пойдет в рост. Нарастит новые листики молодые, будет пышный, красивый. И затем можно будет методом перевалки перевалить его, пересадить его в горшок большего объема. Ну, посмотрите, какой красавец. Вот так. С этой стороны, наверное, симпатичнее он выглядит. Так. Растения пересажены. Такой красавец у нас получился. Хочу обратить ваше внимание, что сразу после пересадки антуриуму вредно как переувлажнение грунта, так и пересушка. Корешки у нас молодые, они в основном находятся ближе к поверхности грунта, поэтому любая пересушка
может плачевно сказаться на состоянии растения. Поэтому я рекомендую на первое время прикрыть верхний слой грунта вот такой пленочкой. Не забываем про отверстия. Эту пленку оставлять можно до тех пор, пока вы не увидите, что растение тронулось в рост. Тогда можно пленку убрать. Это наше основное растение, пенек. Когда здесь была горка, корешки поднялись вверх, потянулись к свежему субстрату. Сейчас я вот присыплю их, потому что такие молоденькие, красивенькие. Вот. Сверху чуть-чуть присыпали. Здесь еще. Надо присыпать так, стараться, чтобы пенек у нас оставался на поверхности. Вот он. Вот так. Достаточно, думаю, будет. Итак, мы закончили. Растение отправится теперь в тепличку, где у нас высокая влажность воздуха, высокая температура и хорошее освещение. Букетик поставлю в вазочку. Кстати, между прочим, вот такие срезанные антуриумы, они очень долго стоят, долго не вянут. Ну все, друзья, всего вам доброго, спасибо за внимание, до новых встреч.